самом разгаре турнир eSport World Cup 26 года, четвертьфинал. Это именно то время, когда в борьбу врывается настоящий батя шахмат, действующий обладатель этого кубка с 25 года. В этой битве Магнус показал, что он действительно еще батя шахмат. Задвигает пешку Е4 против Нахал Сарина. Нахал отвечает: c5, это у нас сицилианская защита, всеми любимая, d4 cd, и в духе Таля Магнус развивает свои фигуры. Дальше в духе Таля засандалит красивейшую жертву. Это так вам маленький спойлер. Развиваются кони, здесь все теория, не будем слишком долго останавливаться на вот этих вот петросянских делах. А4, чтобы не было b5. Ну и, конечно, надо просто идти в короткую сторону. Уже готовит Магнус активные действия в центре, а Нахал немножко аккуратненько коня собирается на c5 засандалить, потом что-то пока не определился, но скорее всего рокировка будет в длинную сторону. А Магнус, тем не менее, имеет возможность пихнуть g4, h4, g5, пойти вперед и вынести кабину своему индийскому визави. Ушел сюда в рокировку. Можно, конечно, этого коня сейчас немножко зауздать, привязать. Если ферзь c5 сейчас сыграть, слон e3, просто ничего страшного нет, назад отступай. Аккуратненько Нихал Сариныч играет слоником на e7, готовит длинную рокировку, точнее короткую рокировку. А ты готовь свой лайк, ставь лайк этому видео, на канал подписку обязательно, если ты впервой. Ну а пока ты думаешь, Магнус ставит своего слона на d2. Слон b7, здесь все у нас по партии хорошо, ушел Сариныч в рокировку, и b4 захватывает пространство Карлс. Что мы имеем? Позиция равна, пол шишечки преимущества у белых 0,5, десятых, 0 сотых, небольшое преимущество за счет более красивого центра и также лишнего пространства на ферзевом фланге, но лишним оно не будет. Дальше нас ожидает интересный движ. Король для профилактики ушел на поле h1, слон на f8. Немножко черные здесь стоят. В таком легком ауте я бы это назвал. Но сейчас их Магнус, эти все фигурки, благополучно подвинет. Вот первый зевок пошел. Ферзь g3. Лучше было бы уже сразу начать движение пешки f5. И если сейчас e5, конь e6. Есть вот такая жертва этого коня. Если сейчас этого коня забрать, сюда пешка идет. И коню надо вот сюда отступать, и тогда позиционным ходом ферзь g3 есть угроза взятия пешки, есть угроза взятия коня, надо ферзя подводить, но тогда конь d5 залетает. И если брать сейчас конем, забрал пешкой, вскрывается еще слон, а если брать еще вот здесь, тогда просто ферзь g6 с угрозой мата в один ход, защиты от мата нет. Но ничего, это будет немножко позже. Карлсон все-таки допускает эту ошибку. Опять же, ошибка с точки зрения компьютера. На самом деле, Нахал Сарин еще играет конем на h5 перед финальной атакой жертвой. Ферзь h4, конник назад туда-сюда, начинается движение f5, и после хода e5 Магнус находит с 5 минутами на часах, он находит лучший позиционный ход в этой позиции. Кстати, ты тоже можешь посмотреть на досточку, подумать. Задача тебе, куда засунуть этого коня. Если ты нашел этот ход, молодец, ставь лайк этому видео, подписочку обязательно. А этот ход конь e6, бриллиант на доске, внимание. Получается, что этого коня надо брать, так как просто стоит вилка. Нахал Сарин, конечно же, его забирает. Забирает Магнус пешкой. И теперь получается, что если отойти конем на b8, имеется несколько лучших продолжений. Конь d5 это первая линия движка. И слон h6 это вторая линия движка. Скорее всего, что-то из этого Магнус заготовил. Если забрать эту пешку, например, вот здесь, подвисает еще конина на поле c3. Ну да ладно, забрал конину, например. Тогда ладья e3 просто. Оставляем слона под боем, угрожаем заехать просто на g3 и поставить мат. Короче, атака, не горюй. Атака серьезная. Коня нельзя отсюда рыпать. Нахал Сарин это все понимает. Он играет просто слон e7. Немножко нападает на мамаситу. Все равно конь лишний. Пока что уже не лишний. Забрал. Оставил защитников на королевском фланге. Но это Карлсону не помешает сейчас довести дело до ума. Порвал как тузик грелку, я бы назвал это видео. Ферзь g3
d3 следует, связывает пешку g, угрожает взятие пешки на поле а6. Король для профилактики ушел. И конь d5. Надо сандалить, надо жертвовать пешку, чтобы вскрыть линию диагональ для белопольника. Забрал вот здесь слоном, забрал. Если сейчас вот так вот забрать, ферзь g6. Нет защиты от мата. Ну или мат, или тяжелые материальные потери вплоть до ферзь f5. Компьютер показывает. Поэтому брать пешку на d5 нельзя. После взятия на d5 царин не уводит этого коня, а играет просто e4, чтобы этого слона разменять атакующего неприятного. Забрал, 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 забрал. Открытые линии, возможность двоить ладьи, вот здесь напасть. И также слон куда-то там может подключиться к атаке с поля c3. Так что позиция у черных сейчас не горюй, а то получишь бой. Ладья f8, все хорошо. И ладья e6 засунул Магнус. Заблокировал этого ферзя. Угрожает ход, пароход. Царин защищает своего слона. Ферзь g6. Зашел Магнус. Сейчас слон c3, потом ферзь h6 с выигрышем пешки. А там в последующем и партии. Слон f8 аккуратненько отошел. Еще защищается. Опять двинул. Пошел, пошел. Король g8 для профилактики. Батя пошел своим королем также. Ферзь b5. Пошел. Ферзь e4. Хорошо. Легким движением руки Магнус желает просто походить c4, прогнать этого вонючего ферзя и побеждать в эндшпиле. Ладья c7, чтобы не было c4. Ладья e8 засунул, ферзь c4, пора меняться. Вот этим ходом нахал Царин выпускает эту партию. Лучше было бы просто сыграть ладья f7 и успокоиться. Но ферзь c4 следует партии. Ша пошел. Отходить нельзя, так как теряется слон. Надо защищаться вот этой ладьей. Пешечка могла уплыть. После ферзь d6 могла пешечка вот так вот уплыть. Ведь здесь все равно связка на c2. Берешь не страшно, если заберешь на c2, просто слон b4 мы добавляем на поле f8, забрал, и надо играть потом просто ферзь f5. Все вот здесь потом может разменяться, вот так вот. И Карлсон своего батю ведет вперед, лишняя пешка, здесь пешка будет отвлекать короля, а здесь мы зайдем, заберем. Поэтому ладьей надо закрываться в этой позиции. Ладья c8, нападение на ферзя, защита пешки c2. Ферзь пошел сюда, здесь можно давать шах, если бы не слон. Ладья c7, пользуясь связкой, ферзь f5, надо меняться. Забрал. Ферзь никуда не денется. Когда разденется сюда, пошел, забрал, шах, разменялся. Как хитро Магнус оттянул вражеского короля. Вместо того, чтобы забрать вот здесь, король бы подошел поближе. Магнус его развел вокруг пальца. Сначала сюда дал шах. Ферзь закрылся, и король. Целый темп король потерял. Короче, это мастерски, это профессионал так делает. H5, сюда король. Пошел король. Борьба идет в эндшпиле за пешки, за ферзи. Добавляем. Надо c4, надо g5, надо c4, надо короля подводить на d4, играть c5, менять вот эти вот пешки, слоны, вести свою пешку, нападать на пешку b6. Здесь все хорошо. Магнус еще делает несколько профилактических ходов, ловит на размен этого мистера, и после король d4 нахал Царин признал свое поражение. Если двинуть короля d5, c5, забрал, сюда и пошла мамасита. Новый депутат у нас нарисовался, голосуем. Пошел g6, g5, неважно. Сюда забрал, еще одного ферзя можно провести. Так что вот такая партийка. Лайк, подписка. До новых встреч. Кликай на плейлист партии Магнуса Карлсона.